В этом видео я покажу процесс создания модели из картона. О довольно странном выборе материала я уже когда-то рассказывал в другом видео, а здесь я покажу процесс. Поскольку ни штатива, ни микрофона, ничего такого нет, быстро выяснилось, что одновременно и снимать, и что-то делать очень неудобно. Поэтому не все процессы попали в кадр, но самое главное все-таки есть. Работать с цельным листом ватмана не очень удобно. Я сразу отмерил полоску необходимой высоты и дальше детали размечаю уже на ней. Это будут двери. Нам нужно сделать много-много одинаковых деталей. Отмечаем их ширину, прочерчиваем по вертикали. Чтобы сохранить прямой угол, я использую не только угольник, но и линейку. Линейку ставлю вдоль кромки, и от нее удобно уже отложить угольником прямой угол. Когда разметим расположение самих створок дверей, отмечаем расположение окон по высоте, по ширине. Сначала метки размеров, а затем сами линии. Чтобы сформировать углы окон, они немножко округлые, использую линейку с готовыми кружками. Так, разметка более-менее выполнена. Она, конечно, не идеальна, принтер распечатает гораздо лучше. Но из этих обозначений я понимаю, где мне прорезать эти окна. Это для меня самое главное, поэтому я так и оставлю. Сначала будем вырезать сами окошки, а затем детали отрежем друг от друга. В 43-м масштабе окна не очень большие, и вырезать их ножницами будет неудобно. Ножницы будут подминать край, и будет неаккуратно. Поэтому я вырезаю строительным ножом. Для начала прорезаю окружности по углам окон, а затем сами границы окон. Так получается аккуратнее всего. И вот, когда вырезаны внутренние контуры, обрезаем внешние. Чтобы отрезать ровно по линии, мы используем металлическую линейку. Поскольку она закрывает часть линии, то мы сначала ставим нож на линию без линейки, затем подводим линейку к ножу, затем то же самое повторяем для другого края линии и только после этого отрезаем. Для такой работы нужен, конечно, острый нож, свежее лезвие. Вручную почти невозможно точно контролировать усилия, с которым я нажимаю на нож. Приходится давить сильнее, чтобы нож наверняка прорезал материал. И от этого лезвие довольно сильно изнашивается. Не зря у ножа лезвия сделаны сменными, так что можем считать, что лезвие тоже расходник, который используется для создания модели. Когда нож острый, детали отрезаются практически с первого раза. Сейчас же кончик уже изношен, поэтому остается довольно глубокий надрез, но все же не сквозной. Чтобы окончательно отрезать, используем ножницы. Они довольно легко режут по предыдущему следу, проделанному ножом. Но все равно требуется аккуратность. При создании модели не стоит забывать про толщину материала. Срез так или иначе будет виден, тем более, что мы планируем собрать эти заготовки в пакет. Черным маркером я прокрашиваю внутренний срез окон. Поскольку вырезано вручную и не очень точно, темный цвет позволит скрыть некоторые неточности вырезки, и в целом это будет выглядеть аккуратнее. Теперь берем полоску прозрачного материала. Эта полоска такой же высоты, как и сама створка двери. На створку двери аккуратно наносим слой клея и прикладываем к этому прозрачному листу. Равняем края деталей на ровной поверхности. Какой-то плоской поверхностью прижимаем материалы друг к другу, я использую линейку. Тут важно не сдвинуть слои друг относительно друга, давить только вертикально. Теперь прозрачный лист надо обрезать. Тут надо тоже быть аккуратным, потому что клей еще не высох, слои могут сдвинуться. И кроме того, нужно не испортить кромку. Как бы аккуратно мы не наносили клей,
он так или иначе может выйти немножко в стороны при сдавливании слоев. И эти излишки, пока не полностью не застыли, я удаляю зубочисткой. Если клей уже слишком высох, то зубочисткой вот так вот можно не только убрать излишки, но и вытянуть слой клея между деталями, и детали в этом месте разойдутся. Берем еще одну створку, смотрим, где у нее верх, где низ. Я кладу детали на стол все время одной и той же стороной, не переворачиваю их, чтобы не запутаться. Вторую створку также аккуратно намазываем клеем и прикладываем уже с другой стороны от прозрачного слоя. Это будет внутренняя половинка нашей двери. Получаются вот такие вот детальки. Оставляем их сохнуть. Таким же способом были изготовлены боковинки кузова. Сделал боковинки. Значит, они состоят из внешнего листа, практически цельного. Ну, у него вот здесь вот и вот здесь вот надрезы для того, чтобы сформировать угол. Так, потом в качестве окошек наклеен вот этот прозрачный лист. И стоечки еще изнутри проклеенные. И кроме того, еще наклеил такую многослойную полоску, которая будет имитировать силовой набор. И она же будет хорошим посадочным местом на раму, на пол. Вторая боковинка, которая с дверями, еще усилена вот такими стойками, которые тоже держат его угол. Ну а поскольку сверху по углам должны быть надрезы, которые сформируют скос по торцам вагона, и получается вместе с дверными проемами они все равно разрезают эту деталь, поэтому я решил их сделать отдельно. Середина будет отдельно, а дверной проем и лобовой хвостовой лист будут отдельно. Купил в канцелярском магазине вот такие вот краски, видимо, детские. Что за краски? Неизвестно. Почему-то написано акриловые, но тут у меня есть кое-какие сомнения. Акриловые краски я покупал в автомобильных, там, где еще колеровка, и к ним еще шел акриловый разбавитель. Ну, будут ли такое продавать детям, я, честно говоря, немножко сомневаюсь. Ну, что мне понравилось? Это цвета. Черный, белый. Также есть голубой, пурпурный, желтый. Я думаю, из этого можно намешать много других цветов. Ну, и там зеленый еще где-то был. Сделал раму, она же пол вагона. Сразу сделал ниши под лестницей и усиление для юбки. Снизу покрасил черным, со стороны салона серым. После высыхания я сделал разметку, планировку салона, расположение сидений и перегородку кабины. Поскольку я делаю прозрачные окна, то салон тоже нужно делать. В салоне будет много поручней, спинки сидений тоже трубчатые. Я для их изготовления приобрел в строительном магазине вот такую проволоку. Она там была типа для вязки арматуры. Стоила копейки, даже не помню точно сколько. Я взял 5 метров. По свойствам похоже на металл от скрепок. Точно так же гнется, также форму держит. И диаметр примерно такой же, я так понимаю, 0,8. Как я приспособился делать вот эти вот сиденья? Первые пробные рамы я гнул из проволоки плоскогубцами, практически произвольно. Сделал несколько вариантов, обмерил их и выбрал самый удачный. Я эти размеры записал, а проволоку разогнул обратно в прямую. С этой прямой проволоки я тоже снял размер и в этот размер нарубил проволоку по количеству кресел. Ну, с запасом. И все эти кусочки также плоскогубцами гнул по этим размерам. Для самих сидушек я склеил полоской 5 слоев ватмана. Эту полоску я нарубил на прямоугольничке и их приклеивал к каркасу. Потом покрасил. Получилась вот такая вот куча сидений.
У LM68M за кабиной был шкаф, который прикольно щелкал своими контакторами. И вот вчера я сделал вот этот шкаф и перегородку кабины. Оно сделано, ну, цельно, дверца открываться не будет. Все равно не предполагается доступа снаружи к элементам салона. Ну, все это вот так вот будет как-то собираться. Ну, несколько противоречивые у меня впечатления от этой краски. С одной стороны, она и вправду хорошо смешивается, в меру быстро сохнет. А с другой стороны, картон от нее набухает, как-то идет волнами, швы, сгибы размягчаются. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, конечно, как она высохнет. Но ее практически нереально положить ровно, по крайней мере, кисточкой. Ну, либо у меня руки не оттуда растут. И она не укрывистая. Видимо, придется делать второй слой. Но здесь точно придется. Но надо дать ей подсохнуть. Все это, конечно, здорово, но очень долго. Наверное, на сегодня надо заканчивать. Как говорится, продолжение следует.